Приветствую подписчиков моего канала. Мы продолжаем изучать концепцию Стэнли Мейера. И сегодня я попытаюсь простыми словами, без формул и без физико-математической модели, рассказать, что такое процесс Мейера и чем он отличается от электролиза по Фарадею. Значит, есть у нас два электрода. Катод, анод. Значит, катод минус, анод плюс. И у нас между ними вода. На данный момент эта вода нейтральна. Но если мы засыпем сюда соль, произойдет с водой диссоциация. Что это значит? В ней появятся ионы отрицательные и ионы положительные. И если мы подключим электричество, то есть включим цепь, что у нас произойдет? Отрицательные ионы пойдут в сторону плюса, положительные ионы пойдут в сторону минуса. Вот так вот. И дальше что у нас происходит? Плюсовой ион забирает у катода электрон. В результате у нас здесь получается кислород. Так, нарисуем О2. Здесь у нас что получается? Отрицательный ион отдает свой лишний ион, и в результате у нас здесь получается водород H2. То есть здесь у нас происходит рекомбинация электронов. Электроны от катода передаются иону, а электроны от иона передаются к аноду. И в результате у нас получается по обычному электролизу Фарадея кислород и водород образуются на контакте. Вот этот вот контакт. Контакт, электрод, электролит. То есть можно сказать, что если у нас существуют в воде ионы, у нас цепь замкнута получается. Если ионов уже нет, получается цепь разомкнута. Вот это вот обычный электролиз. То есть еще раз повторимся. Электрон от минуса передается иону. Здесь же от иона электрон передается аноду. Вот эта вот передача электронов от катода иону и от иона к аноду называется рекомбинация. Теперь процесс Мейера, чем он отличается? Вот у нас есть электроды. Один отрицательный, другой положительный. Что у нас здесь получается? У нас здесь получается электрическое поле. Е. У этого электрического поля есть эквипотенциальные поверхности. Значит, вот так вот. Здесь то же самое. Здесь дальше вот так вот. Здесь вот так вот. Вот я рисую эквипотенциальные поверхности. Вот это вот электрическое поле, а именно эквипотенциальные поверхности, они каждую молекулу воды, которая находится вот в этом объеме воды, поляризуют. Поляризуют, это значит, что делают?
растягивает в одну сторону и в другую. То есть вот это вот электрическое поле, оно пронизывает весь объем воды. И эквипотенциальные поверхности разрывают молекулу воды. Таким образом, у нас получается, что процесс Мейера отличается от электролиза тем, что электрическое поле разрывает вот этот вот весь объем воды. Вот весь объем воды. А электролиз по Фарадею разрывает молекулу воды только на контакте. Вот в чем разница. Это основополагающая разница. Теперь, что мы должны рассмотреть еще? Как бы все вот это хорошо, прекрасно, но есть такое понятие, как просадка напряжения. То есть, когда вы подаете напряжение, повышаете и повышаете, дальше повысить не удается. Почему? Потому что вот это вот высокое напряжение и вот это вот электрическое поле, оно настолько сильное, что электроны из катода начинают просачиваться сквозь толщу воды и поступают на анод. То есть сопротивление воды не может устоять потоку электронов, которые просачиваются сквозь воду и заходят на анод. Соответственно, раз появились здесь электроны внутри толщи воды, то здесь у нас появляется обычный электролиз по Фарадею. Что можно сделать в данной ситуации? Один из способов. Так, вот у нас электрод минусовой, вот электрод плюсовой. Мы ставим барьер, оксидную пленку. В результате электроны, которые скапливаются здесь, они не могут пройти сквозь этот барьер. И в результате у нас тут образуется электрическое поле. Вот, и это электрическое поле разрывает молекулу воды. То есть отличие электролиза Фарадея в том, что электроны просачиваются в воду и из воды идут на анод. А в процессе Мейера электроны не просачиваются в воду. Барьер в виде оксидной пленки не дает им пройти в воду и, соответственно, перейти в режим Фарадея. Вот в чем разница. Но у всех оксидных пленок есть разные характеристики. Если мы будем их рассматривать, то оксидная пленка будет иметь примерно вот такую вот структуру. Вот это сам электрод. Вот это оксидная пленка, но у этой оксидной пленки есть каверны. И электроны через этой каверны все равно начинают проходить воду. Опять у нас идет просадка напряжения. Значит, нам надо подобрать оксидную пленку, у которой таких каверн не будет, таких пустот. Это первое. Второе. Можно ли вообще обойтись без оксидной пленки? Можно. Но в таком случае тогда вот эти электроны не должны приходить сюда на катод. Что в этом случае делается? В этом случае у нас должна быть ингибиторная катушка. Вот она, ингибиторная катушка.
И сама по себе эта ингибиторная катушка, она высокоомная, она электроны оставляет в себе и не пропускает их сюда. Соответственно, в воде в воду электроны не попадают, просадки нету. У нас есть электрическое поле. То есть, другими словами, самый хороший способ, это когда у нас есть ингибирующая катушка и оксидная пленка, которые не позволяют электронам попасть в воду. Как следствие, у нас чистое электрическое поле, которое и разрывает молекулу воды. Собственно говоря, вот в чем, собственно, разница. На это у меня все. Простое объяснение я закончил. Всем всего хорошего. Подписывайтесь, ставьте лайки. А на этом до свидания.